За последние дни мы с разных сторон разобрали, как Дональд Трамп радикально меняет внешнюю политику Соединенных Штатов. Но есть еще один существенный аспект. Мы его коснулись лишь мельком. Трамп в большинстве своих действий не один, вокруг него целая администрация. Вице-президент Джей Ди Венс – очень важный человек в команде Трампа, и его влияние нельзя недооценивать. Во-первых, он второй человек в стране после Трампа. Во-вторых, мы уже видели, на что он способен на публике. Как он на Мюнхенской конференции заявил европейским лидерам, что у них проблемы с демократией и свободой слова. А позже, как во время той же перепалки с Зеленским, отнюдь не лез за словом в карман. Сегодня поговорим о вице-президенте Венсе, о том, что известно о его взглядах на внешнюю политику, и в том числе об его отношении к помощи, которую США оказывали Украине. И проследим эволюцию его взглядов за последний год с апреля 24-го. Немного вспомним контекст. В 23-24 годах администрация президента Байдена поддержала помощь Украине, но столкнулась с сопротивлением со стороны республиканцев в Конгрессе. Законопроект, который должен был обеспечить финансирование военной помощи, не мог пройти через обе палаты больше года. Палата представителей еще в марте 23 года его приняла, но у Сената не доходили руки заняться им до февраля 24-го. Тогда его, наконец, приняли, но с поправкой, и процесс пришлось начинать сначала. В апреле 24-го документ снова поступил в Палату представителей. Джей Ди Венс, в то время сенатор от Огайо, был большим критиком помощи Украине. И не только голосовал против этого, но и написал целую статью в «Нью-Йорк Таймс», в которой объяснил, почему он, собственно, против. Аргументы в статье очень перекликаются с тем, что во время перепалки в овальном кабинете Венс сказал Зеленскому. Так что давайте по ним кратко пробежимся. Статья называется «Математика по Украине не сходится». И с самого ее начала автор подчеркивает позицию. Он против того, чтобы США финансировали эту войну, ведь, по его мнению, никаких денег не хватит, чтобы ее выиграть. Дальше он разбирает проблемы мобилизации в Украине. Упоминает, что многих рекрутируют насильно, что сотни тысяч уезжают из страны, чтобы не попасть на войну. Также Венс говорит, что США не только денег не хватит, но и мощностей, чтобы производить нужное количество боеприпасов. Даже вложившись в рост производства, всю потребность Украины в артиллерийских снарядах промышленность США с натяжкой покроет процентов на 30. С другим оружием все может быть еще хуже. Некоторые виды, как, например, перехватчики Patriot, США самим нужнее, а еще их Тайваню обещали, но отправить никак не получается. Все уходит в Украину. В конце сенатор Венс советует Украине положиться на старые добрые бетонные укрепления да минные поля и уйти в глухую оборону. Это позволит, по его мнению, сохранить жизни солдат и выиграть время для начала переговоров. Но для этого украинскому правительству придется признать, достичь границ 91 года цель нереалистичная. А американской администрации придется перестать говорить, что переговоры с Путиным вести нельзя. Потому что без переговоров с Путиным эту войну не завершить, а поэтому их обязательно нужно начать. Я не буду сейчас разбирать эти аргументы и тем более цифры. Может, тут и есть какие-то натяжки. Наверняка есть. Тут есть много того, с чем я сам не согласен. Но мы сейчас говорим не об этом всем, а о позиции вице-президента США, который, очевидно, сильно влияет на международную политику. Очевидно, что Венс не тот политик, который будет переживать из-за конфликта где-то на другом конце планеты. Вот он, как говорил в 2022 году. «Я должен быть с вами честен, мне все равно, что произойдет с Украиной». Это в начале 2022 года. Тут нужно заметить, что уже в начале прошлого года взгляды и идеи Венса стали интересовать исследователей и журналистов. Он был сенатором, но с потенциалом, и многие прочили ему пост вице-президента еще за полгода до того, как Трамп взял его напарником на выборы. Так что в начале 2024 года репортер Politico Иэн Уорд провел с Венсом серию интервью и опубликовал исследования его политических взглядов. Мы тут с вами сейчас разберем раздел про взгляды Венса на международную политику, потому что там его мнение не только по вопросу Украины, но и шире. Он говорил о скептицизме по отношению к международному порядку, основанному на правилах. То есть к системе законов и институтов, которые были созданы после Второй мировой войны. Нужно сказать, что тот самый международный порядок, основанный на правилах, это не что-то абстрактное и отвлеченное, а вполне конкретные организации и международные нормы. Их базовая цель — предотвращать глобальные конфликты вроде мировых войн. Надо сказать, что с этой задачей они справлялись успешно. Мировых и вообще каких-то масштабных войн с участием многих государств с завершения Второй мировой войны не было. И это не случайно, это заслуга этих институтов в том числе.
И, пожалуй, никто не вложился в такое поддержание глобального спокойствия сильнее, чем Соединенные Штаты. Речь в первую очередь об ООН и ее Совете Безопасности, о международных финансовых институтах, Всемирном банке и МВФ, Большой Семерке и Большой Двадцатке, НАТО, Всемирной торговой организации, Международном уголовном суде в некотором смысле. Перечислять можно долго. Женевские конвенции, права человека, договор о нераспространении ядерного оружия – это все элементы того самого международного порядка, основанного на правилах, которые не нравятся Венсу. Идея политиков, которые создавали эти институты, была проста. Свободная торговля и конкуренция, свободное перемещение товаров, людей и капитала приведут к более мирным отношениям между государствами, способствуют их экономическому росту, а еще создадут стимулы для большей открытости Китая и СССР, что, возможно, поможет им демократизироваться. Судя по интервью Уорда, Венс считает, что этот проект провалился. В 60-х и 70-х годах Киссинджер и эти ребята говорили: да, конечно, из-за глобализации многие наши люди теряют работу. Это ослабит нашу социальную солидарность во всех этих важных отношениях. Но если мы сделаем Китай более похожим на нас, в долгосрочной перспективе это того стоит. Опять же, мы тут не разбираем точность передачи позиции Киссинджера. Мы говорим о том, как ее видит Венс и вообще все это положение дел. Похоже, для Венса строительство современной международной системы тоже выглядело как сделка. С одной стороны, Америка заплатила рабочими местами, с другой, Китай вроде как должен был втянуться в мировую торговлю настолько, чтобы стать либеральной демократией. А что в результате? Производство глобально поуходило за границу. Американские рабочие недовольны, социальной стабильности не видать. А Китай как был автократией, так и остается. Выгоду же с точки зрения Венса получили только финансовые элиты, которые теперь, благодаря глобализму, легко снижают издержки, перемещая рабочие места и капиталы. Фондовые рынки растут, элиты богатеют, а локальные промышленные экономики, вроде той, что была у Америки лет 50 или 70 назад, страдают. Опять же, мы не говорим, насколько это все связано с реальностью, мы говорим о взглядах Венса. На всей этой концепции Венс в итоге поставил крест. Мол, если фундаментальная цель – либерализация автократии не материализовалась, тогда придется переосмыслить вообще весь проект. Конечно, тренды американской внешней политики меняются не только из-за идей вице-президента Венса. У Трампа есть своя идеологическая доктрина – «America First», то есть «Америка прежде всего». Это давняя и почтенная политическая традиция в США. Во время Первой и Второй мировых войн под этим лозунгом выступали сторонники невмешательства в дела Европы. Разбирайтесь, дескать, сами. Это основная идея такого подхода. Трамп добавил от себя экономический протекционизм, ограничение иммиграции и пересмотр полезности международных альянсов от НАТО до соглашений по климату. С учетом принципа «America First» пересматривать следует плюс-минус все. И эта разница в подходах фундаментальна. Мы долгие годы жили в мире, где международная система права была нормой и единственной реальностью, а покушение на нее воспринималось как разрушение основ. Потому так естественно рассматривать отказ США помогать Украине как отказ от общих для всех нас ценностей, отказ от помощи демократии, игру на стороне диктатуры. Но вице-президент Венс, судя по исследованию, не видит в американской помощи Украине попытку защитить демократического союзника от агрессии диктатуры. Он видит усилия по поддержанию порядка, который оказался, по его мнению, неэффективным. И считает, что эти усилия только на пользу экономическим элитам, которые зарабатывают деньги на глобализации. А страдают от этих усилий, согласно этой логике, простые люди, которые голосовали за сенатора Венса в Огайо. Но теперь в силах Венса и Трампа совершить фундаментальный сдвиг в международных отношениях. Не факт, что прям-таки демонтировать прежний порядок. Не распускать же ООН или НАТО, которые США могут еще пригодиться. Но, похоже, Трамп и Венс видят перед собой мир, в котором страны сами несут ответственность за свою безопасность и экономическое благополучие. Мир, в котором каждый сам за себя. Философ Томас Гоббс когда-то описал естественное состояние общества как войну всех против всех. Анархия, хаос, люди носятся туда-сюда, всем страшно и хочется жить, и поэтому все мочат друг друга направо и налево. По Гоббсу безобразие прекращается только когда люди заводят себе государство. Сильная власть не применяет насилие напрямую, но оно всегда подразумевается. Мол, не убивайте людей, даже если они вас раздражают, иначе сядете в тюрьму. Теоретически между государствами тоже возможно естественное состояние, и выглядит оно примерно так, как его представляет Джей Ди Венс, каждый сам за себя.
В таком мире естественные противоречия между государствами ничем не сдерживаются. Там царят анархия и хаос. Государства регулярно воюют, а если и останавливаются, то только потому, что не могут продолжать. Это все только теория, которая на практике в чистом виде даже в глубокой древности не существовала практически. В современной истории тем более такого не было. Государства после каждой большой войны старались придумать механизмы, которые не позволили бы развязать новые крупные конфликты в будущем. Правила, взаимные обязательства, договоры, международные организации. И вот, десятилетия целенаправленных усилий принесли результат. Мы оказались в современном мире, где для стран есть какие-никакие, но правила и ограничения, а крупных войн практически нет. Может в этой системе какая-нибудь страна хлопнуть дверью, расчехлить суверенитет и жить так, будто ей никто не указ? В принципе, может попробовать. Россия и Иран попробовали и никуда с карты не делись. Ну, может быть, изгои, под санкциями, но жить в целом можно в естественном состоянии войны всех против всех. Но большинству стран так жить не хочется. Большинство выбирает преимущество глобального мира и того самого международного порядка с его правилами. Но кажется, никогда раньше мы не стояли так близко к просто разрушению этого устойчивого худо-бедно мира. Когда США, страна больше всех вложившаяся в порядок, страна, от которой этот порядок в значительной степени зависит, может отстраниться от него, отказаться от своих обязательств и предоставить союзникам выгребать самим. Здесь оговоримся, совсем не факт, что это произойдет действительно. Мы уже говорили, у Трампа 7 пятниц на неделе, сегодня он говорит одно, завтра другое, и никогда не угадаешь, где у него настоящее убеждение, а где переговорная позиция и заявление с перехлестом, чтобы пространство для торга оставалось. Про Венса в этом смысле мы знаем меньше, но и он, судя по всему, намертво за свои взгляды не держится. Некоторое время назад его друг и сокурсник по Йелю опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» их многолетнюю переписку, из которой следует, что Венс годами демонстрировал гораздо менее консервативные взгляды, чем сейчас. Выражал поддержку своему другу-трансгендеру, осуждал Трампа за расизм, а после того, как белый полицейский застрелил чернокожего молодого человека, говорил, что ненавидит полицию. В общем, совершенно не факт, что теперь Венс будет непреклонно следовать позициям, которые заявлял, когда был сенатором. Может быть, эти позиции подходили для сенаторского кресла, но в должности вице-президента и ответственность, и влияние больше, и они как-то изменятся, умерятся. В конце концов, сама постановка вопроса о самоизоляции Соединенных Штатов для страны не особо-то выигрышная, мягко говоря. Она может привести к снижению влияния США в мире и росту общей напряженности, что уже опасно для самих Штатов. Пока обо всем этом рано говорить подробно, но проиллюстрировать можно вот каким примером. США заговорили о том, что не помешало бы Европе самой обеспечивать свою безопасность. Заговорили всего несколько недель назад, а последствия уже заметны. Например, в четверг, 6 марта, Литва вышла из Международной конвенции по кассетным боеприпасам. В сущности, это очень маленький шаг очень маленького государства, которое почувствовало себя не в безопасности, раз США отступились от своих обязательств. Логика тут такая. Россия рядом и представляет угрозу. Точно применяет кассетные боеприпасы. Гарантии безопасности для Литвы стало меньше. Полагаться нужно на себя и на свои боеприпасы, в том числе и кассетные. Сам по себе этот шаг в общем политическом ландшафте почти незаметен, но эксперты говорят, Литва может стать примером для других стран. Причем в выходе не только из этого договора, но и из других. На самом верху этой пирамиды, из основания которой сейчас вынули кирпичик, договор о нераспространении ядерного оружия. Если ситуация зайдет достаточно далеко, страны, которые десятилетиями не лезли в эту кухню и полагались на защиту партнеров, особенно Соединенных Штатов, могут решить, что действовать надо самим. Фридрих Мерц, будущий канцлер Германии, возможный, заявил, что следует расширять ядерные силы сдерживания Франции и Великобритании, чтобы прикрыть всю Европу. И даже не стал отрицать возможность создания собственного ядерного оружия в Германии. Если будет необходимость, промышленного потенциала страны хватит, чтобы справиться с этой задачей быстро. Такими путями мир и впрямь может стать еще более опасным местом, и вряд ли это то, чего хотят Венс и Трамп. Тем более, что США пока не предприняли каких-то очень серьезных и основательных шагов для разрушения международного порядка. А значит, начавшиеся изменения еще можно откатить назад или даже не начинать вовсе. До завтра.